Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание занавескам. Поговорим о том, что из себя представляют занавески, от чего они нас в действительности защищают, как их чистить именно энергетически. И поговорим и дадим еще важные и достаточно сильные советы, которые понадобятся каждой хозяйке. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Каждый предмет в нашем доме, будь то мебель, посуда, шторы, имеет на нас определенное влияние. И, соответственно, это же влияние переносится и на всю нашу жизнь. И мы с вами с помощью определенных практик можем активизировать эти объекты и организовать сами позитивную энергию пространства. Так как мы с вами большую часть времени находимся в наших квартирах, микроклимат влияет на нас в такой же мере, в какой мы влияем и на него. И даже картины, которые висят на стенах, материал и цвет штор имеет на нас влияние и позволяет потоку позитивной энергии наполнять наш дом. Давайте буквально пару слов скажем о цвете ваших штор. В зависимости от того, какой энергией вы хотите наполнять пространство своего дома, такой цвет и необходимо выбирать. Возможно, сейчас у вас уже есть шторы, но вы можете эту информацию использовать просто на будущее. Например, зеленый и розовые цвета штор и занавески наполняют пространство любовью. Поэтому такая цветовая гамма хорошо подойдет именно для спальни. Желтые или оранжевые тона, они приносят свежесть и окажут прекрасное воздействие в кухне. А вот в комнату активных малышей впишутся мягкие зеленые шторы, которые несут успокоение. Лучше, если шторы будут из легких тканей, широкие и с большими складками. В течение дня постарайтесь сделать так, чтобы шторы были раздвинуты. Комнаты в дневное время должны быть максимально освещены. А вот в темное время суток, наоборот, шторы должны быть всегда закрыты. Таким образом, вы препятствуете проникновению в дом отрицательной энергии. Проследите, чтобы шторы полностью закрывали окно, а по длине они должны быть таковыми, чтобы касаться пола. Короткие шторки до подоконника не рекомендуется использовать у себя в доме. Содержите всегда шторы в чистоте. Меняйте их тона в зависимости от времени года. Для зимы, например, подойдут более теплые тона, а для весенне-летнего сезона более холодные. И это позволит изменчивой энергии всегда свободно циркулировать в вашем доме. Вы знаете, занавески сами по себе вообще выполняют защитную функцию, и они защищают наш дом от внешнего негатива. Поэтому мы рекомендуем менять занавески каждые 2 года. Вы знаете, наши предки, бабушки, дедушки на ночь окна закрывали занавесками, и они это делали не от чужих глаз, как мы можем подумать. На занавесках оседают мысли врагов, наших завистников. Также оседают черные слова и черные намерения. И порошком именно эти вещи не смываются. Поэтому вы можете занавески не только постирать, как мы обычно это делаем с помощью порошка или других каких-то средств, но и также почистить занавески с помощью энергии. Прежде нужно выстирать занавески, высушить на свежем воздухе, не в помещении, а именно на воздухе, выгладить. Далее вымываем окно, куда вы собираетесь повесить свои занавески. Обязательно вам понадобится чистая вода, желательно, конечно, святая или родниковая, и соль.
И вот этот ритуал совершают утром на убывающей луне. Вам нужно взять чашку с водой в руки и произнести вслух следующие слова. «Вода водица, чистая сестрица, очисти веки нашего жилища, сохрани их, как они есть, пусть ничто их загрязнить не сможет. Верни радость, верни счастье, верни свет в наш дом. Вода водица, чистая сестрица, спасибо тебе». Кстати, эти слова вы можете использовать, когда стираете одежду, например, ребенка, который у вас заболел, или мужа, или тех людей, кто с вами проживает. Что же касается очистки занавесок, то после произнесения этих слов нужно брызнуть водой на саму занавеску. Затем взять соль и бросьте щепотку соли на занавеску и скажите следующие слова. «Мать моя, мать земля, добрая и всемогущая, ты цветущий сад, ты синее море, ты синие моря и высокие горы». Ты высокие горы, ты зеленые луга, леса, ты наш дом и наша душа. Мы все одно, пусть только добро в наш дом входит, и только зло из него выходит. После этого занавески вы можете вешать. Вы знаете, народные приметы про шторы не очень многочисленны, но все же они есть. И следуя им, вы можете сделать атмосферу в своем доме более гармоничной и избежать многих бед. Давайте для начала поговорим о том, почему нельзя отдавать шторы. Все знают, что не стоит выбрасывать или отдавать в чужие руки свои вещи, которые приходилось носить, потому что это связано с особой энергетикой личных вещей. Вы как бы отдаете в чужие руки частичку себя, но мало кто знает, что не стоит также отдавать вещи, которые были частью вашего интерьера, тем более шторы. Потому что окна, вы знаете, можно сравнить с глазами вашего дома, а которые, как известно, зеркало души. И прикрывают эту душу от чужих любопытных, а временами и враждебных глаз именно шторы. Они нас защищают, наш дом, от темноты ночи, неспокойных духов, которые в ней обитают. Вот поэтому, отдавая шторы, которые успели вам послужить, вы рискуете утратить контроль над событиями, которые происходят в вашей семейной жизни, навлечь на себя финансовые трудности, особенно в том случае, если старые шторы отданы, а новые еще не приобретены, потому что пустые окна притягивают денежные проблемы. Также вы можете стать объектом для сплетен за вашей спиной. Или надолго остаться в одиночестве, без любви, если подаренные шторы или занавески у вас были красного цвета. Лишиться беззаботности и праздности, если отдали легкие занавески из ткани типа органзы. Исключение составляют только шторы, выполненные из темных, мрачных тканей, которые навевали на вас тоску, возможно, давили на вас, навевали какие-то мрачные мысли. Избавиться от них вы можете без всяких сожалений. Вот только не стоит отдавать их друзьям, лучше продать или перешить на что-то другое. Также обращаем ваше внимание, неприкрытые окна в доме, в ваш дом могут проникнуть не только любопытные взгляды, но и блуждающие в темноте непрекаянные души, беспокойные духи, призраки, которые никак не могут найти дорогу в тот иной мир. А окно без штор они ошибочно воспринимают как портал, и, войдя в дом, такого рода непрошенные гости доставляют его жильцам массу беспокойства. Возможно, вы слышали скрип, возможно, слышали, что как будто кто-то стонет, шелестит по полу, или вы такое впечатление, что кто-то одевает даже одежду. И любому человеку от такого соседства станет, мягко говоря, не по себе.
Хотя шумными таких соседей не назовешь, и, знаете, нас начинает бросать в холодный пот. А чтобы очистить дом от духов, придется провести специальный ритуал. На ночь распахнуть окно, поставить на окно зажженные свечи, обойти дом церковной свечой, прося духов выйти прочь. Что же касается многолюдного города, где ночи не бывают темными из-за обилия транспорта и неоновых огней, конечно, здесь мало верится в духов, но и тут стоит непременно занавешивать шторы, хотя бы потому, что спать рекомендуется в полной темноте. Только так способна полноценно отдохнуть наша нервная система, а достичь темноты в условиях города без плотных штор просто невозможно.